Eastern Mind. Потерянные души Тонгноу, point-and-click 90-х. И в эту игру нельзя играть, будучи в ясном сознании. Ее поймут только блаженные, не от мира сего, СДВГшники. В общем, это полный абсурд, трэш, сюр, психодел и высер наркомана, если не знать автора. Вы знакомы с игрой под названием LSD Симулятор? Ну, конечно, мои сладкие знакомые. Так вот, ее автор — японский художник-дизайнер Осаму Сато. И LSD Симулятор — это 5-я игра по счету среди 7 в творчестве Сато. Однажды он решил, что игры — отличная возможность воплощать современное искусство в реальность, и начал выпускать подобные проекты. Eastern Mind стала первой его видеоигрой, которая идеально описывает своего создателя. Я могу, конечно, весь видос засирать его творчество, обсмеивая его странные образы и абсолютно шизоидные работы, но я же не быдло. Поэтому я заранее прошла игру и изучила материал, чтобы вы развивались и, может, когда-нибудь перестали смеяться со словом многочлен. Так, давайте вместе поймем, в чем вообще сюжет. Чтобы понять игру, вам нужно узнать последний факт об Осаму Сато. В Японии, в отличие от стран СНГ, распространены такие вероисповедания, как буддизм и синтоизм. Осаму Сато – буддист и анимист. И это не значит, что он верит в аниме. Анимизм – это вера в то, что у всего в мире есть душа. У животных, рек, предметов и даже у слов. В связи с этим автор включил несколько своих собственных духовных верований, включая реинкарнацию и анимизм, в сюжет игры. Хочу предупредить, что в оригинале есть только японский язык. Да, есть фанатский перевод на английский, но он не точен. Я исправила некоторые ошибки, хоть и могла что-то упустить. Игра на самом деле очень сложная, особенно для людей, незнакомых с практиками, вероисповеданиями или японской мифологией. Поэтому по мере повествования я буду вам сразу все пояснять. Мы будем играть за человечка по имени Рин. И вот его история. На востоке существует живой остров Тонгноу, что пожирает души людей. Как только у человека забирает душу, он слабеет и в конце концов умирает в пустоте. Так, одним утром Рин обнаружил у себя отсутствие души и решил отправиться в плавание к Тонгноу, чтобы вернуть пропавшую душу. Перед поездкой ослабевший Рин останавливается в Яшера. Это маленькое синтоистское святилище, место обитания духов, где часто приносят подношения или где совершаются различные ритуалы. В синтоизме такие святилища часто ассоциируются с очищением. Рин, возможно, шел туда в поисках духовного очищения и восстановления своей души. По дороге Рин встречает белую змею и получает амулет и фурашики. Для обывателя это был бы странный вопрос непонятной информации, но на самом деле это важная деталь. Белая змея в восточной мифологии является покровительницей, оберегающей от бед. Способность змеи сбрасывать кожу может символизировать процесс очищения и трансформации, что также важно для Рина на его пути. Амулет, который Рин получает от белой змеи, называется Амамори и является неким защитным артефактом. Что касается фурашики, это традиционный японский квадратный кусок ткани, который использовался для упаковки и переноски предметов. В игре он будет нашим инвентарем. Но вернемся к святилищу. В Яшера Рин нашел старика, скорее всего служителя или проводника этого места. Тот дает Рин временную душу, которая продержится 49 дней. Почему именно столько? В Японии существует традиция поминать умерших в течение 49 дней, считая этот период важным для их путешествия в загробный мир. Кроме этого, в некоторых буддийских учениях принято, что после смерти души живут 49 дней, и за это время она либо освобождается, либо возвращается в мир живых, или же ее ждет новое перерождение. Господа, это только пролог. Поверьте мне, я спасла вас от взрыва мозга. Если бы я не объяснила, что происходит, все бы сидели с открытым ртом, вспоминая LSD-симулятор и думая, как же хорошо, наверное, вставляют те марки, что принимает создатель игры. И может оно и так, но мир этой игры довольно-таки хорошо прописан, и чтобы понять эту игру, вы должны ей довериться и стать частью этой вселенной, какой дезориентирующей и пугающей она не была. Итак, мы встречаемся лицом к лицу с Тонгноу, тем самым живым островом, который является зеленой головой самого создателя игры. Вы можете подыграть разные части его лица и получить плюшки и проходы в разные локации. Например, тыкнув Тонгноу в щеку, вы увидите глаз за решеткой, в комнате которого есть сундук, где лежит книжка с иллюстрациями и описаниями этого мира. Из нее мы узнаем, что вообще происходит, как был создан мир и все остальные спойлеры. Поэтому, если не хотите увидеть это дерьмо,
Прочитайте книжку, кивните головой, закрывайте программу и удаляйте ее нахрен. Но вы все еще здесь, значит, готовы ко всему. Напоминаю, что Тонгноу – это остров, и он существует как изолированное органическое существо в форме человеческой головы. Это огромный нервоклеточный мир, где обитают таинственные существа. У каждого есть характер, что-то нравится, что-то не нравится. Каждый из них подробно описан в книге. Да, даже этот фаллос. У него довольно интересное описание. Попав в щеку Тонгноу, вы попадаете в комнату с огнем, где сгораете заживо. Конец! Ура! Этот ад закончился! Нет, мы умираем и встречаем Бога. Что это, черт возьми? В любом случае, это говорит Рин, что отныне он обретает 9 жизней, и что его душа существует как 5 магадам, фрагментов человеческой души, разбросанных по 5 землям Тонгноу. Минкен – земля жизни, Мончен – страна грез, Юйван – земля желаний, Шиченг – земля времени и Тонгноу – центральная гора. Только когда Рин получит все магатамы, он сможет вернуть свою душу. Также ему дают зеркало и табличку с его именем. И что это сейчас было? Объясняю. Мир был создан из 5 элементов – огня, воды, земли, металла и дерева. И передан новорожденным людям. Эти 5 элементов вы могли видеть в меню, в звездном святилище или на карте острова. 5 священных элементов, выполнив свои обязанности, образовали остров Тонгноу, который раньше выглядел так. Чтобы успокоить души людей, попавших в беду, этот остров стал священным местом для очищения. Раз в год Тонгноу, остров очищения, призывал слабые души людей, где они снова превращались в здоровые души. Но внезапно Тонгноу превратился в зловещий остров, что бессистемно пожирает души. Причина тому неизвестна, и с тех пор люди стали бояться Тонгноу, остров нечистоты. Ничего не понятно, но очень интересно. Нам дали табличку с именем, наверное, чтобы мы не забыли, как нас зовут. Еще мы получили зеркало. Оно отражает нашу внешность во время каждого перевоплощения. И тут мы знакомимся с механикой игры, а именно реинкарнация. Чтобы войти в центральную гору Тонгноу и завершить игру, Рин должен умереть и переродиться 9 раз и выполнить цель жизни каждой реинкарнации. Выполнив цель жизни, Рин получит табличку с именем, соответствующую завершенной жизни. Почему 9? В некоторых буддийских традициях считается, что душа проходит через 9 этапов на пути к просветлению. Как мы можем это сделать? Нечто направляет Рин к корням Минкишу, древа жизни. Здесь он может выбрать по одному из набора из 2 глаз, 2 носов и 2 ртов, чтобы переродиться как существо, несущее эти части. И это самая веселая часть прохождения. Готовьтесь записывать ваш выбор, вам никто не поможет. Кратко пройдемся по каждой из реинкарнаций. Первым начнем с Тоу. Тебя зовут Тоу. Ты родился в стране жизни. Ты хранитель древа жизни. Ты должен отправиться в страну времени, чтобы увидеть жизнь, которая рождается из дерева. Ты рождаешься с деревянным диском. Ты единственный, кто может воспользоваться этим специальным деревянным диском. Со временем он тебе пригодится. Король жизни объяснит тебе твою миссию. Типичное поведение игры. Вкидывают информацию, не объясняя, что вообще происходит. Хорошо, что у вас есть я. Перед вами древо жизни Мингешу. Все формы жизни рождаются из него. Видите, как с него падают капли и превращаются в чудиков? Точно так же родился и Тоу, чью жизнь мы сейчас проживаем. Сейчас цель нашей жизни – отправиться в Минкен, страну жизни, и найти короля жизни. Теперь мы, наконец, можем официально играть. И это нереально душно. Это игра 90-х. Это сейчас вам все объяснят, на карточке точку отметят, все размусолят и в рот выплюнут. Тут же игра ходит, чтобы вы прониклись этим миром. Точно так же, как Рин первый раз находится в этом мире и не понимает, что происходит, так и вы должны сами с нуль все изучать, пытаясь вжиться и, главное, выжить. Например, вас могут съесть заживо жители земель. Кроме этого, стиль Осаму Сато очень психоделический. Понять точно, что перед тобой находится, порой тяжко. Вот что это? Это Мокугё, король земли жизни. Он живет в дереве жизни. Как я должен был догадаться? Спросите вы. Ну, у вас было достаточно подсказок. Во-первых, о нем можно было прочитать в книжке. Правда, ожидание и реальность не совпадает, но вы могли увидеть его за ту долю секунды, пока вы рождались из корней дерева. Ну и напоследок, вы могли понять, где его искать, буквально произнеся его имя.
Его имя, по-видимому, представляет собой слияние иероглифов Моку – дерево и Оу – король. Это элементарно, вы просто недостаточно старались. Земля жизни Минкен является источником всех форм жизни в Тонгноу. Она играет очень важную роль, говорит король жизни. Твоя миссия будет чрезвычайно серьезной. Ты должен зарегистрировать рождение жизни. Принеси мне регистрационную карточку. Думай сам, как добраться до огненной башни. Я очень занят. Эти раздражающие невежественные фашенки очень быстро размножаются. Ты должен зарегистрировать свое имя и имена 4 сугаэру, что живут на краю леса. Я не помню их имен, пойди и спроси сам. Круто! Спасибо, папаша! Я только родился, а ты уже заладил. Принеси то, не знаю что, иди туда, не знаю куда. Хорошо, что нам дали книгу с описанием персонажа в начале игры. Фашинг – это гибрид с бесчисленным множеством сородичей. Совершенно безобиден, дружелюбный и многословен. Даст вам несколько подсказок. Администрация Мокюгё обязана ликвидировать фашингов, но они никогда ни в чем не добивались успеха. Разве не мило? Это один из моих любимых персонажей. Если вы его встретите, он будет бесконечно повторять одно слово – веселье. Выполнить задание короля проще простого. Тоу должен найти и поговорить с Сокаэру в лесу, чтобы узнать их имена. Но это не обязательно, ведь все их данные есть в книге. Их зовут Зогаэра, Зогаэре, Зогери и Зогэро. У них полностью отсутствует массовое регулирование. Общая численность населения огромна, что странно, ведь они ненавидят находиться вместе. Периодические встречи семьи проводятся неохотно. Откуда я это знаю? Книжечка. Теперь, когда мы знаем их имена, пора отправиться в огненную башню времени Тонгта в Шичьенге, чтобы зарегистрировать их и себя. Желаю вам удачи остаться в здравом рассудке. Не забывайте, в какую игру вы играете. Осаму Сато – композитор и сам пишет музыку для своих игр. Вы могли ее слышать, и вы будете ее слушать все видео. Она специфичная, но очень подходит под мир этой игры. Все бы ничего, но музыка меняется резко в зависимости от локации, в которой вы находитесь, и направления, куда вы смотрите. Поэтому готовьте слушать это часы напролет. Допустим, вы дошли до Шичьенг, земли времени, и не сошли с ума. Поздравляю! У вас даже получилось дойти пешком до башни, рандомно тыкая по экрану вечность. Потому что ты, лошара, тыкнул на пиксель левее, и теперь тебе придется искать путь до башни заново, хоть она и была вот прям перед тобой. Я ненавижу эту локацию. Провела там 40% игры. Используйте это время, чтобы изучить свечи. Это интересно. Свечи времени – физические представления жизни всех существ на Тонгноу. Пламя свечи зажигается, когда существо рождается, и когда пламя гаснет, связанное с ним существо умирает. Однако свечи времени питаются от магатам и могут быть потушены только с помощью воды сновидений. Откуда я это знаю? Книжечка. Короче, в башне вы встретите близнецов Инг и Янг, что охраняют компьютер. Вы подходите к нему, чтобы вписать имена, а тут непонятные буковки. Хорошо, что у вас есть книжечка, иначе бы вам пришлось использовать очки, чтобы перевести текст. Но их надо сначала идти, это опять искать выход. Вставляете диск, пишите имена, чтобы получить регистрационную карту, и возвращаетесь к Мокугё, королю Минкена. После выполнения вашей миссии вы бесполезны. Потрясающая новость, не правда ли? Перед вашей смертью Мокугё решает рассказать вам секреты древа жизни. Ваш труп вернется к корням Мингишу, превратится в землю и станет удобрением. Мингишу использует питательные вещества из вашего трупа и ваши магатамы для производства новой жизни. Так повторяется процесс реинкарнации. Фактически Мингишу всем как мать Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. После этой шокирующей новости ты помираешь и получаешь еще одну табличку со своим именем в этом воплощении. Это была только первая смерть. Фактически, конечно, вторая, но нам еще жить и жить. Теперь, когда вы примерно понимаете, как работает этот странный мир, предлагаю ускориться. Бё – ящерица, которая родилась в стране грез, где каждый мечтает о профессии механика. Но повезло только тебе, ведь ты избранный и родился с гаечным ключом в руке. Ты должен починить аппарат для сновидений. А теперь иди послушай историю Суйгё, короля грез. В
стране грез мечты рождаются из Магатам через призму сновидений Цумонга. Ему нужен новый глаз, торопись! Мы никогда не знали, что такое сны, пока не открыли для себя Магатамы. Они познакомили нас со снами, и с тех пор мы пленники сновидений. Сны поистине загадочны. Во сне мы воспринимаем другое пространство и время. Эта разница нас никогда не отпустит. Но как грез состарилась, продолжительность сновидения сокращается день за днем. Кстати, ты же механик, ты должен приобрести новый глаз и установить его в Цумонга. Око грез находится под деревом жизни, и ты единственный, кто способен его обрести. Торопись, ради снов каждого. В игре, как вы поняли, есть еще персонажи, которые любят тратить наше время на болтовню о вселенной Тонгноу. Персонажей много, и о них нужно читать в книжке. Именно нужно, вам не спастись. Вот вы знали, что чтобы получить око грез, нужно найти муравья, которого нужно закинуть в рот короля жизни, у которого на них аллергия. Он чихнет, а вы телепортнетесь через его рот в древо жизни, где в корнях Мингишу будет глаз. Вот я тоже не знала, а об этом было написано в книжке. Еще можно было догадаться найти табличку или фашинга с подсказкой. Следом мы реинкарнируем как скрипка-соска по имени Ша. Мы же помним, что в анимизме у всего есть душа, даже у музыкальных инструментов. Вот нам и нужно найти 4 музыкальных инструмента, которые сыграют нам музыку, которую мы никогда до этого не слышали. Обалдеть! Так как ты избранный, тебе дают золотые бубенчики, на которых играть можешь только ты. В этой жизни, как и в остальных, вы должны говорить со стеной, которая будет давать подсказки по типу «Найди дверь, которая на тебя похожа. Закрытая дверь откроется только для тебя». Вот вы скажите мне, эта дверь похожа на меня? Потеребив свои бубенцы, дверь открывается, а за ней мы находим флейту, которая сыграет нам песенку. Повторив такую хрень еще 3 раза, идем обратно к себе в комнату и слушаем красивую музыку. Как красиво, писец! Нам дарят музыкальную шкатулку, имя и смерть. Кай должен был пойти набрать воду сновидений, которая будет использована для тушения одной конкретной свечи персонажа, который не должен был родиться. И нам нужно затушить ее как можно скорее. Печально, что это оказалась наша свеча. Кай родился от Мингишу в результате ошибки Мокугё. Для Кагё, короля Земли Времени, Кай был лишь расходным материалом. Короли убивают время, манипулируя жизнями. Так мы задушили свою же свечу по приказу короля Времени, покончив с собой. Это воплощение Мут по жизни. Тебя зовут Дин. Ты должен был родиться в стране желаний, но, похоже, твоя реинкарнация была неудачной. Выбранное тело не выдержало веса твоей души. Но это считается за прожитую жизнь, так что бери свою табличку с именем на хлебник. Тут ваш мозг лопнет. Вы играете за Зена, осьминога, который должен был служить охранником в Мончен, стране сновидений, и сообщать о любых изменениях, которые происходят. Так как это место покрыто льдом, он не может двигаться, кроме как поворачивать голову, так как он буквально врос в лед и остался заморожен. Он умирает после того, как мы же в предыдущей жизни его убиваем. Случайно. Но все равно шок! То же самое происходит и с Рэцу, муравьем-вредителем, который должен был жить в корнях и открывать врата древа жизни. Но наша реинкарнация Бё закинула нас в рот короля жизни. Эта жизнь была короткой и пугающей, особенно из-за мыслей Рэцу, которые можно было прочесть. Все вокруг кажется таким большим. Жизнь мала, жизнь коротка. Я в философском настроении. Если я такой маленький, то на меня легко можно наступить. Мое существование кажется незначительным. Интересно, где врата древа жизни? Я в затруднительном положении. Мешкаюсь, слоняюсь. Что же мне делать? Погодите, меня схватили. Еу, какое уродское лицо. И оно приближается. Мне страшно. После этого король жизни выплюнул Рэцу прямо в дерево, где он умер. В обмен на жизнь Рэцу врата древа жизни были открыты. Последним мы воплощаемся в теле насекомого Гео. Его миссия по жизни – участвовать в ритуале времени. Его жизнь проходит в стране времени, где он летает над землей, прежде чем у него закружится голова, и он приземлится возле свечи. Оказавшись на земле, он использует пламя из своей головы, чтобы зажечь свечу, окутывая себя пламенем и сгорая заживо в процессе. Это была самая тупая смерть из всех. Я в шоке! Получается, что мы проживали все свои 9 жизней одновременно.
В каждой из жизней есть и осьминог, и летающий насекомыш, и муравей. Это значит, что все наши воплощения не просто последовательность жизней, а единое полотно, сплетенное из времени, воспоминаний и выборов. Мы не просто проживали разные жизни, мы переплетались сами с собой. Игра не просто дает нам роли, она заставляет нас осознать, что наши действия в одной жизни неизбежно влияют на другие. Мы думаем, что играем за разных существ, но на самом деле это все один и тот же путь. Один разум, разделенный на части, но соберем ли мы себя? Или же мы обречены снова и снова разрываться на фрагменты? Ведь если ты живешь сразу в 9 телах, то кто ты на самом деле? Простите, а Самосата в рот попал. И вот наше приключение подходит к концу. Мы собрали все таблички с именами. Теперь тебя вновь зовут Рин. Твоя первоначальная жизнь была восстановлена. Теперь мы можем возвращаться к центральной горе, чтобы вернуть свою душу. Вход преграждает печать, которую нужно разрушить, поместив таблички с именами. Рин – это не просто имя. Это первый слог Кудзи, 9 священных знаков. Каждый слог имеет свой символ, мутру, мантру и мандалу, которые применяли на практике для ритуальных или медитативных целей, включая синтоизм и буддизм, о которых я сегодня вам рассказывала. Сломав печать, Рин направляется по ступеням на вершину горы. На полпути он вновь сталкивается с изображением Тоугё, который на протяжении всей игры давал нам подсказки. Это изображение сообщает ему, где получить 4 магатамы, составляющие душу Рина. После того, как все магатамы собраны, символ Тоугё на лестнице центральной горы дает игроку камень катаны, который Рин должен наполнить этими символами магатам. Напомню, что магатамы – частицы человеческой души. Их 5. Каждая из них разветвляют и накапливают силу. 5 сил магатамы – это жизнь, противостояние, источник, вечность и изменение. Магатамы должны были очищаться и возвращаться в качестве новых душ. Вскоре, когда ровно 9 миллиардов 81 миллион 726 тысяч 354 души будут очищены на ограниченное время, тот, кто управляет корнями душ, из головы Тонгноу выпустит на свет 4 пары близнецов. Их будут звать Бибо и Пипо, Бабебо и Бабебо, Чидо и Джизу, Дадезу и Зазезу. Кватернион близнецов объединит свои силы и устремится к Солнцу на небеса, а затем отправится в открытый космос, после чего Тонгноу наконец будет освобожден. Но пока что это лишь мечты. Как только драгоценный камень наполнится всеми 5 силами, Рин возвращается в центральную гору Тонгноу. Образ Тоугё создает катану 5 сил из драгоценного камня. Катана 5 сил может освободить любого, кто находится в плену. Настало время вернуть нашу душу. Рин поднимается к 8-угольному святилищу Парфанг на вершине горы и входит через маленькое окно. Здесь статуи 4 королей Тонгноу держат в плену человеческие магатамы. И тут мы можем наконец понять их скрытые мотивации. Кагё, король земли времени, хотел себе во владение немного земли, возможно, обладать магатамами и быть свободным, чтобы делать, что хочет, контролировать свободу и судьбы других. Мон Чен, король земли грез, заполучил око грез, которое оказалось глазом Тоугё, чтобы магатамы продолжали дарить ему сны. Кингё, король земли желаний, вообще сошел с ума от жадности. Мало того, что он обладает силой превращать человеческие желания в золото или драгоценные камни, он превратил свое тело в золото и считает, что все остальное равноценно пыли. После того, как он начал пользоваться силой магатам, он начал верить, что мир Тонгноу принадлежит только ему. Так же, как и Тоугё, если бы он смог победить 3 других королей, то получил бы все магатамы и правил миром. А Мокугё, король земли жизни, вообще винит во всем Тоугё. Это не моя вина, изначально Тоугё был тем, кто относится к нам как последователям. Вот почему это должно было произойти, это все его вина. Выслушав каждого, Рин все равно достает катану 5 сил и освобождает магатамы из плена 4 королей. Появляется пустая оболочка души Рина, куда он помещает все фрагменты своей души, после чего она полностью восстанавливается. Вместе со своей душой Рин освобождает Тоугё, который, оказывается, был королем Тонгноу. После своего спасения тот рассказывает нам свою историю. Тонгноу
никогда не был миром, где пожирают души. Он призывал беспокойные души к спокойствию и очищению, но Кингё, Мокугё и Кагё открыли для себя силы человеческих душ. Они объединились, разорвали Тоугё на 8 частей и разбросали его части тела в 8 направлениях. Он пытался призвать сильную душу, которая смогла бы собрать его тело по кусочкам, но ни одна из них не была достаточно сильна, чтобы противостоять силам 4 королей, и была поглощена. Он снова и снова призывал сильную душу прийти на помощь. Душа Рина была 9-й по счету и оказалась достаточно сильна. Он смог путешествовать по миру Тонгноу и восстановить Тоугё. Сделав это, его душа стала сильнее, чем когда-либо прежде. Тонгноу вернется обратно в свое воплощение как остров Чистилища и больше никогда не поглотит ни единой души. В конце игры вас будут ждать титры, что расскажут о вселенной, вере и реинкарнации. Но главное о том, что в Тонгноу нет конца, а наша душа будет вечно продолжать свое путешествие. И все это под недоэнигму. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, а если вторая часть? Да! Хочу ли я ее пройти? Нет, я не получила удовольствия. Не ценитель, видите ли, я искусства. Но, блин, весь этот экспириенс ощущался как приход свидетелей Иеговы. Извините, а вы хотите поговорить о Боге? Не хотите? А у вас выхода нет? Ой, а где твоя душа? А мы ее забрали. Хи-хи-хи-хи. Уп, пропала. Ну ничего, ищи. Карта. О, это буддизм, это про страдания. Ну, блин, не знаю, простите. Не мой вайб, это честно. Не хочется, знаете, молиться о том, чтобы уже поскорее сдохнуть и начать заново в новом воплощении. Несмотря на все это, когда я первый раз увидела эту игру, сразу заметила, что все, что там есть, эти персонажи, фоны, предметы, не выглядят как бред сумасшедшего. Все на своих местах, четко прописано, аккуратно сделано. Это именно стиль такой. А сама Сата такой и есть. Вот если вы такой или такой, вам зайдет. Да, вы будете желать себе же смерти. Да, у вас начнется кризис. Может, эпилепсия. Но вы реально охренеете, когда узнаете, что в этой, простите меня за мой японский, помойке, где тупо взяли геометрические фигуры, окрасили их в блевотные цвета, накинули рандомных текстур, перемешали, закинули в игру и назвали «Восточный разум», есть сюжет. Еще и такой глубокий. И вот, пока Осама Сата двигает искусство вперед, я, как и любой нормальный человек, просто сижу и осознаю, что потратила кучу часов на игру, которая сначала пыталась забрать мою душу, потом заставила страдать, а в конце сказала, что конца нет. Спасибо, Осама! Вот